Ну вот у нас и пионы распустились. Посмотрите, какая красота, обалденнейший запах. Да? Понюхай. Вкусно? Вкусно пахнет? Ой, посмотрите, какая прелесть. Вот эти большие прям шапки. Видите, вот с ладонь шапка. И это тоже большой, огромный цветок. Вот, видите? Вот полностью. Даже мои пальцы, видите, не видны. Lady Bird? Да. Посмотрим Lady Bird. Lady Bird. И эти тоже распустились. Эти совсем другие. Это совсем другие пионы. Что-то их съела или просто такой цветочек бракованный? Девочки, я стою возле сирени, и те, кто знает, как рассадить сирень, можете это прокрутить. А для Регины покажу. Регина, вот смотри, как мы рассадили сирень. Вот ту, которую мы взяли у знакомых, у соседей. Вот, смотри. Вот внизу, под каждым кустом сирени, она вот так разрастается. Видишь? Вот видишь, вот эта ветка. Вот основной стебель. Вот. А вот это вот уже поросль сирени. Она растет совсем отдельно. Вот это совсем отдельно. Сейчас покажу тебе. Вот маленькая веточка. Вот, то есть не это. В общем, вот, видишь, вот эта маленькая веточка отдельно растет. Вот, видишь, вот это. Вот эту всю поросль можно выкопать и рассадить. Из нее вырастут большие кусты сирени. Так, ну вот здесь плохо видно, да? Или нет? Хорошо видно. Вот смотри, вот это тоже, видишь, куст. Вот это уже большая ветка. Ой. Вот смотри, вот это основной ствол, да? А вот эти вот, вот видишь, вот это все поросль. Вот это вот все. Вот это все можно выкопать вместе с корнями и рассадить. И будет у тебя много сирени. Вот так же мы рассадили вот эту всю сирень. Мы просто попросили у соседей, можно ли у них выкопать именно сирень вот такого цвета. Нам просто, мне хотелось прям темно-темно-сиреневую. И вот так вот мы ее выкопали, рассадили у себя. Извините за беспорядок, девочки, но я развожу магнезию для того, чтобы подкормить свои кабачки. Сейчас я вам покажу, зачем и что с ними происходит. Значит, примерно десертную ложку я добавляю на литр воды. Не знаю, правильно или неправильно. Но буду проливать не очень много, поэтому вот так вот. Здесь у меня беспорядок, потому что я сейчас буду баклажаны спасать. Буду тушить баклажаны. Здесь у меня перец болгарский. Тут морковка, лук. Все уже приготовила. Сейчас буду резать и тушить баклажаны. Они начали портиться. У нас очень жарко. Хранить нигде нечего. Вот здесь у меня морковка, тоже лук. Сейчас буду тушить баклажаны. Немножко вот этого раствора налью в эту брызгалку. Я так делаю, потому что просто мне одной рукой не очень удобно. Но у меня там и брызгалка маленькая. И побрызгаю по листьям тоже магнезией. И сейчас вам покажу. Так, сейчас я выключу и потом вам все покажу. Итак, друзья, я вам уже показывала, что у меня кабачки. Вот я их уже оборвала, даже, вот один еще остался такой. Вот смотрите, они завязываются, и вот так края начинают сохнуть и как бы портиться, видите?
моя подруга Таня с канала «Кубанское подворье» подсказала мне, что нужно пролить кабачки магнезией, им не хватает магнезии, и по листьям тоже побрызгать. Кстати, очень хороший канал у нее, часто она дает хорошие советы мне, очень часто к ней обращаюсь. Вот, и вот так вот я сейчас этой магнезией по листьям побрызгаю. У нас уже вечер, смотрите. Шикарный день у нас был, очень жарко, 20, сколько у нас, 24-26 градусов. Вот так по листьям побрызгаю. Вот. Вот здесь тоже, видите, вот они завязались, но какие-то вот сразу, прям, видите, вот сразу начинают портиться. Очень много вот здесь завязей, так что надеюсь спасти их. Так вот, побрызгаю хорошо. И завтра еще раз побрызгаю. Да, я надеюсь, Таня меня смотрит и скажет мне, правильно я делаю или нет. Специально подождала вечера, потому что очень-очень жарко было. Прям яркое солнце, как никогда у нас в Ирландии лето. В прошлом году у нас лета не было вообще, от слова совсем. Я уже кабачки полила их. И вот понемножечку, поскольку раствор получился такой, знаете, концентрированный, я вот по влажной земле слегка вот так пролью еще и магнезией. Таня сказала, огурцы тоже надо поливать магнезией. Вот, но это попозже. Они еще у меня маленькие. Вот так, вот такие дела. Вот, посмотрите, что творится. Видите, да? Вот. Кстати, если у кого-то есть сад-огород, девочки, вот очень советую вам зайти на канал Тани «Кубанское подворье». Называется, вам ссылочку оставлю. Вот видите, что получается. Я, кстати, оборву, потому что, мне кажется, они просто силы забирают, да? Тань, скажи мне. Вот, Аби съест их. Вот так вот. Оставлю ссылочку на Танин канал. Еще побрызгаю. Чтобы прям совсем мокро-мокро было. Какие-то... Я ничем не брызгала, видите, девочки? Вот ничем не брызгала. Вот такие вот они пятнистые. Не знаю почему. Может быть от того, что на солнце они находятся. Но мне их просто некуда девать. Если я в теплицу положу, они там много места занимают. А вниз я никуда в тенечек... Нет у меня такого места, потому что Абигаль их сразу съест. Увидела меня и убегает. Бессовестная эта девочка. Вы посмотрите, что это наделала жучка, а? Нет, вы видели? Ты что наделала? Пытается до редиски достать. Я редиску сегодня повыдергивала, уже такую переросшую. Ну и вот посмотрите, что она делает. Хулиганка. Кисюня моя вышла погулять. Кися, ты чего? Хочу вам показать. Смотрите, сосед мыл крышу и окна. Видите? Сейчас уже 10, по-моему, 0,5. Вот он в 10 часов ровно выключил все свои эти... Он аппаратом таким мыл, который гудел достаточно громко. Ну вот, в 10 часов ровно все выключил, ушел, чтобы не мешать никому. Смотрите, ребята, не вру, 10:05. А у меня тут еще стерилизуются баклажаны. Извините за грязную духовку. У меня там и плита грязная, даже стыдно вам показать. Но я жарила баклажаны, спасала. У меня баклажаны, морковка, перец болгарский. Вот я тут это самое решила потушить. Много раз вам говорила, друзья. Еще раз повторю для тех, кто не видел эти видео. Я когда готовлю баклажаны, я всегда делаю много. Где 3, там и 5, скажем так, грубо, да, где 2, там и 5, вот, и 2-3 баночки закатываю. Вот, у меня сегодня получилось 2 баночки, вот здесь вот тушатся остаточки. Сейчас, сколько тут у меня осталось, 4 минуты, вот, 4,5 минуты. Отсюда добавлю, наполню те баночки, это съедим, а те баночки закрою. Вот и все. Здесь я приготовила чай вот для своего грибка. Сейчас он остынет. Приготовила воду, тряпки постирать. Сейчас потушу баклажаны, вытру плиту и постираю тряпочки на ночь.
У меня огурчики испортились, очень плохо лежат. Вот эти вот, знаете, зимние огурцы. Сейчас я их в компост выброшу. Ну вот, и все вечерние дела закончены. Андрей, беременность это всегда серьезно. Я еще должна брать. Не стоит, зачем? Блин, я приму любое твое решение. У меня перед этим каникулы. Я не вернусь. Что тебе сказать? Ну, спасибо. Я тебя люблю. Иначе нужно отпустить. Голосуйте за Лидию большим сердцем, которая не боится. Вот это поворот, конечно. Ну что ж, по данному ваш случай как Совсем недавно она бегала, выступала. говорите потише, пожалуйста. Ребята, у нас такой тихий-тихий вечер. Смотрите, ни один листик не колышется. Тихо-тихо. Я набрала вот сюда воду, поставила свои цветы, чтобы они хорошо напитались водой. Вот почти полная тут было. Ну, не полная, было много воды. Смотрите, совсем чуть-чуть осталось. Полила вот здесь сельдерей. Полила все свои кабачки. Я стираю одеяло. Вы, наверное, слышите звук стиральной машины. Сейчас повешу его. Здесь у меня подушки сушились, занесла их уже. Наши одеяла слишком теплые. Я достала с чердака тонкие одеяла, но они такие, знаете, пахнут, потому что мы не часто ими пользуемся. Они у меня лежат в таких контейнерах, плотно закрытые. Ну, конечно, такой запах полежавших вещей. Вот. Я их поставила стирать, освежить. Вот такие дела. Ребята, запах у нас просто обалденнейший. Мне кажется, это идет запах от соседей, вот от Honeysuckle. Такой сладкий-сладкий, обалденнейший запах. Просто вот, знаете, сюда подхожу, и даже вот рядом с домом чувствуется этот запах. Просто сумасшедший сладкий запах. Такая красота. Послушайте тишину вместе со мной. Прекрасный вечер. Всем спокойной ночи.